Итак, сегодня я прошерстил интернет намного лучше, так как нашел обход, который устраняет проблему с YouTube. Переводчик, конечно, не стал лучше переводить, но зато я нашел очень любопытные видео для вас. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где правда, а где фейк. За долгое время я вместе с вами пересмотрел уже просто кучу страшных видео. И каждый раз, когда я сажусь записывать очередную реакцию, мне кажется, что найти что-то интересное будет просто невозможно. Но как вы уже могли догадаться, мне удалось найти то, что удивило даже такого скептика, как я. Устраивайся поудобнее, мы начинаем, погнали. Итак, ребята, здесь рассказывается у нас про один дом, где живет парень, и он увидел, что у него происходит странное что-то, прям вот дома прям что-то, прям странное. Где я был? Я немного побыл в больнице, а затем решил ненадолго выйти из дома. Все стало намного хуже, особенно после того, как я открыл вазу. И Джина как вы, выпустил. ребята, знаете из предыдущих видеороликов, поскольку я пережил рак и у меня была одна рука, я иногда испытывал фантомную боль. Но моя фантомная боль до крайности усилилась. Фантомная боль. Ну да, я слышал такое, что когда ампутируют руку еще чего-то, мозгу до сих пор кажется, что рука И есть. я действительно думаю, что это К была этому надо сущность, еще которая привыкнуть. привела секретную комнату, спрятанную под вашим домом. У парня и так проблем, блядь, еще и призраки его какие-то мучают. Há um tempo atrás, ele encontrou um quarto secreto escondido debaixo de sua casa. Там Ali внутри dentro, вы ele vmente encontrou с Элис objetos нашли misteriosos e таинственные acredita que uma предметы. entidade Ага, veio junto com eles. Просто подождите. хорошо. Итак. Не нравится в заперти находиться призраку. Ну, не нравится. Какого черта? Да. Какого черта? Ощущение, как будто он сам по выключателю такой пошароблудил. Блин, фокусировка. О, Troy deixou Ваш seu celular мобильный gravando телефон esse записан corredor через porque эту essa дверь porta все está время, todo o когда tempo вы fechando снова e abrindo переключаетесь ваш на телефон, камеру. за что ты несешь-то, Novamente, ela блядь? abriu sozinha Напухался, agora что ли? diante da câmera. Трое Na sequência, Troy последовательности. entra no Я quarto вхожу, para чтобы mostrar que não показать, tinha что это nada не lá. объясняется. Mas de repente, sem nenhuma explicação, a porta fechou sozinha novamente e ele acabou ficando trancado. Да-да-да. Ну, игрушки — это такая вещь, которая может сама по себе запеть, даже если вот не трогать ее. Ночной сон о сахарных Только в сливах. том случае, что если призраки, конечно, Санта. трогают. Ну как? Мы поняли, что она заиграла. Нам не нужно показывать весь трек этот. Эта Essa запись была gravação foi сделана feita por домашними uma das камерами câmeras в da casa неделю na semana do Natal de 12023. 2023. Прекратите, 12 что тысяч брейнчёс 23. необъяснимым образом начал começou a работать. funcionar sozinho. Ваша Трое В каком утверждает, году что ты дома живешь? никого не было и в Nesse помине. dia. И этот E esse брейнчёс brinquedo só работает только funciona с quando há локальным movimento no движением. local. Ou Если seja, что-то algo случилось passou во em frente ao Франции, brinquedo e fez com брейнчёс que и ele пусть funcionasse. работает. Понятно. Самое главное, все понятно. Труба, лопата. Через Sim, несколько Закрой недель дверь. полиция Вот так. сняла еще polícia одно previu видео. algo rondando a sua casa.
Mas quando a polícia chegou, não havia Полиция? nada. Он вызвал Agora полицию на дом, depois такой Troy fez типа, esse блин. outro vídeo. Какой-то мужичок. Ну, точнее, не Это мужичок, улика, а... вы знаете, как зум в замедленной съемке. Что-то появляется, шпионящее за домом Дефара. Это очень странно, потому что это не похоже на человека. Пока менты, призрак такой, типа, пойду в сторонке постою, ну его друг заметит, это тогда целое дело, нахуй, заведут на него. Что, черт возьми, произошло? Моя Тупо. собака только начала. Собака только начала. Я сейчас подхвачу, рядом становится и... Вау! 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 Черт возьми, там кто-то есть. Блин, над инвалидом смеяться. Бля, реально стоял мужик и нету. Никого нету. Как со стороны босса появился таинственный силуэт. Странный босса. Менее чем через секунду Трой открывает дверь, и мы входим и выходим. Трой остается напуганным таинственными и Винни-Пухи, пугающими шарик. явлениями, Горшок происходящими в его входит доме. и выходит. Пусть все будет по-прежнему, как всегда, пусть дух Пегио поможет. Дух Пегио, помоги ему. Ребята, тут рассказ тоже про какой-то дом. Дом находится в Перу. И я сейчас не понял, то ли семья в нем живет, то ли семья какая-то пошла. Ну, сами понимаете, погрешность перевода. Лестница, которая находится В внутри общем, вашего люди, я так дома, понял, для чего пошли предназначена эта лестница? какой-то дом вот Это проверить на лестница. предмет Что? паранормального. Это... Красава. Durante a gravação, uma parte do teto da casa começou a cair sem nenhuma explicação. А перевести? Спасибо. Что там упало? Чуваку пофиг вообще такой. Смотри, летит. О, смотри, там Я кто-то вылез. пожертвовал кусочек ЦАО, и один из членов команды попал точно. Поняли, что он сказал? Он Я только что с витрины. пожертвовал кусочек ЦАО, блядь, и моя команда была в шоке. Как только с витрины дом начал безостановочно вращаться. Дом безостановочно вращаться. С витрины. И он утверждает, что фиксирует на ночь и испаряет ее из дома. Он Больше стоит понять. огромный с испуганным лицом. Что-то про собаку, что ли, они Слишком говорят? много. А чего у вас так мало народу-то там? То есть тут хозяйка дома, наверное, у которой происходит всякая чертовщина, сын ее, наверное, и Сверхъестественная ее чувствительность команда человеческих существ. охотников за привидениями. Рыбакам удалось записать таинственный голос. Это еще и рыбаки пришли. Рыбак рыбака. Камера зафиксировала момент, когда он потерял свою жизнь. Не пизди. Что ты произнес? Família acredita que pode ser dos parentes deles que já perdeu a vida aí. Так, ребят, тут, в общем, рассказывается про еще одних людей, которые охотятся за паранормальным. И одна из женщин, которая из их команды, считает, что к ней привязался дух, видимо, от очередной поездки какой-то. Якобы к ней привязался дух. И она решила записать себя на камеру при людях. Привет, Что очевидно, якобы это с ней снова все-таки я. что-то происходит. Не знаю где, не понял где. Никто не может дома у понять, себя почему или- вы должны кричать, и я тоже не могу. Почему вы повсюду следуете за мной? Why do you follow me everywhere? Да ху знает. Я знаю, что вам нужна моя помощь, но я не могу вас понять.
Пожалуйста, не могли бы вы просто постараться не кричать? Не могли бы вы попытаться назвать мне свое имя? Или Гоша. как бы вы хотели, чтобы мы вас называли? Со мной друзья. Они понимают, что происходит в духовном мире. Мы все хотим попытаться помочь. Понимаю. Я знаю, что вы отправились со мной в Роллинг-Хиллз. Я говорила вам, что вам никогда не придется возвращаться туда. Но теперь я думаю, что вам нужно отправиться куда-нибудь еще. На. Я собираюсь выключить его прямо сейчас. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот эти крики? Как она и утверждает, ближе к концу записи, кажется, появляется какой-то ужасающий голос. Хотя ни живые свидетели, ни на видео ничего не могли увидеть или услышать. Неживые свидетели. Свидетели уже больше не живые, так как долго свидетели не живут. Тут рассказ ведет о том, что отец сидел дома, и к нему забежал мальчик и говорит: «А, папа, там что-то случилось, там пипец, короче». Ну, батя пошел за ним и говорит такой: «Ну, пойдем посмотрим, сынок, что там». Заходит в комнату, а там в комнате все разбросано. И он такой: «Блин, пойду посмотреть на камеру, что случилось». Опачки. Игрушечная. Так. Что такое? Я бы сказал, наверное, в первую очередь, что это робот-полис... Уй! Но это не робот-полис. Какая-то... подушка. Ну-ну. Нормально. Призрак с ребенком играется. А, это для собак. А почему ее тянет только в одну сторону? Очуметь. Такого я еще не видал. Маленькая игрушка и собачья подстилка сами по себе скользят по полу Ах ты, гостиной. собачья подстилка. Казалось бы, раздраженный маленький мальчик подбегает Где к тебя? предметам и даже начинает поднимать собачью подстилку Ну, вы и сами в отчаянии поняли. бросать ее обратно на пол. Затем собачья подстилка агрессивно скользит обратно к нему, сбивая Так это он его с про ног. кого? Про Но, к мальчика? счастью, мальчик приземляется прямо на мягкую подстилку. Так что же именно видел мальчик, когда сказал своему отцу, что, цитирую, мужчина передвигал предметы? Могло ли какое-то темное присутствие преследовать их дом? Да вот Решай черт его тебе. знает. В общем, тут какой-то тиктокер очередной, который, как рассказывается, припарковался возле какого-то Хорошо, а где цен, же эта машина, ТЦ, которая отражается в этом плоскостом окне и для вот что-то пиццы? случилось. Это корвет с 8 номером. М, Я серьезно не вижу эту машину нигде. Какую машину мы ищем? Где же эта машина? Типа оранжевую тачку. Что? Где? Где же эта машина? Алло? Где же эта машина? Где Кстати, же эта да? машина? В отражении окна ресторана Эдди видит оранжевый корвет с 8 Странно, номером. может она сзади тебя, чел? Но когда он осматривает парковку, его там нет. Ну, типа слишком Не далеко веря бы своим она глазам, тоже, да? Эдди Ну, публикует свое видео в ТикТок, задаваясь вопросом, не мог ли он запечатлеть вот глюк как с вы цитатой думаете, в что это «Матрице». могло быть? Причудливые Как? кадры становятся вирусными, Мы набрав живем более в «Матрице». 2,8 миллиона просмотров. Твою В комментариях зрители неоднократно просят Эдди вернуться и снять это место еще раз.
Хорошо, мы вернулись на ту же самую парковку, потому что один из многих комментариев, которые вы, ребята, говорили, это пойти и подойти к ней. Ну-ка. Машина либо внутри этих пиков, либо это обертка на окне. Я не знаю. Давай проверим это. Так что Давай. я сейчас заперт в этом. Если посмотреть Ты на не это с такой запирайся точки в этом. зрения, то отражение выглядит довольно точным. Часто тачки там нету. Вот прямо здесь есть лицо и машина, отражающаяся в свете фар. Эти фар. Я знаю, что там вроде как нет машины. Ну нет, машины. Согласен. На этот раз витрина магазина точно отражает то, что находится прямо перед ней. Оранжевого корвета там больше нет. А тут рассказывается, что друзья одной подруги говорят: быстрее, быстрее, бери камеру, выходи, мы сейчас кое-что засняли, быстрее, давай посмотрим, что это. Типа, здесь опять рассказывается про какой-то сбой в матрице, как про машину. И что же это? Что же это? Фонарь? Это луна. Что? Что? Луну Что ударило это было? током? Вы, ребята. Я понял это. Я понял это. Группа друзей в шоке наблюдает, как Луна, кажется, меняет цвет с зеленого на красный, а затем внезапно, кажется, просто разряжается каким-то электричеством. Зрители шокирующего события считают, что Ребята, они стали свидетелями всего этого из-за возможного походу, Человек-паук правительственного заговора, существует. инопланетян и, конечно Кто-то же, пытается может быть, даже захватить глюка в матрице. Луну, Но независимо от а того, мы не является ли знаем это об этом. глюком, инопланетяне — это, возможно, просто очень Мать его, хорошая этому подделка. миру Я нужен новый оставляю это на ваше супергерой. усмотрение, чтобы решить. Где мой костюм? В 2015 году одна из парочек посетила здание, тюрьму или что-то в этом роде в кануне Хэллоуина. На Хэллоуин. То есть они там специально на Хэллоуин решили себе нервишки пощекотить. В общем, пришли они туда и... естественно, они же снимали себя друг друга, точнее, себя друг друга. Вот. И... Ну что и, блядь. Сейчас что-то нам покажут в любом случае. Кстати, да, про тюрьму и говорят конкретно. И что самое интересное, они рассказывают, что не там что-то случилось, а побывавши там, у них дома происходит какая-то чертовщина. Представляете? И, типа, вот девушка очень негодует. Предметы прям в нее, говорит, летят. Так, смотрите туда. Уяк! И эти пугающие инциденты продолжают нарастать, так как кажется, что это существо хочет серьезно навредить Кендис. Ну, не знаю, что это такое. Охренеть, ножик. Прикиньте. Пока Кендис спит, она начинает просыпаться от болезненных, жестоких приступов, как будто какая-то невидимая сила грубо хватает или тянет ее. И она говорит, что у нее есть доказательства. Ну-ка, показывай нам это. Однажды поздно ночью Кендис и ее муж заснули перед телевизором на диване. Пока пара спит, камеры видеонаблюдения в комнате Ой, не фиксируют зевай. нечто совершенно ужасающее. Тоже зевну. Сейчас леща такая. Мужику. Убери это с меня. Вот как это, блядь, объяснить, а?
Кажется, что невидимая сила схватила ногу Кандейс и болезненно скрутила ее в воздухе. Борец такой, Она захватно! просыпается в панике и кричит своему мужу, чтобы он помог ей. Но все, что он может Орба. сделать, это схватить ее ногу и потянуть ее назад. В конце концов, ему удается освободить ноги Кандейс от того, что их держало. Но бедная Кандейс осталась рыдать от боли и страха. Теперь я должен Тот сказать, случай, что когда у после меня просмотра правда этих нет, кадров и услышав отчаянные мольбы каких-то Кандейс мыслей о вот именно помощи, вот об это этом. видео кажется очень убедительным. Но верите ли вы, что темная сущность последовала за Кандейс домой из тюрьмы и Кинь теперь сходил так жестоко на Хэллоуин. преследует ее в доме? Потом тебе Дайте захват мне знать, на что вы болевой. думаете. Что касается Кандейс, она говорит, что ее семья до сих пор переживает ужасающие паранормальные явления. Тут рассказывается про Омаха, штат Небраска. В 2021 году на них обрушилось вот погодное, так сказать, условия не очень располагающие для жизни. В общем, их затопило, Покажи и мне свое лучшее лосиное ребята впечатление. поехали на лифте. Извините Ой, меня в дебилы. воде. Хорошо. Хорошо, спасибо. Стреляй. Куда? Куда стрелять? Тони и его друзья не осознавали, что нижние уровни Зачем? многоквартирного дома были полностью затоплены отвратительной канализационной водой. Как только лифт достигает вестибюля, вода хлынула внутрь, что привело к неисправности лифта и загнало их внутрь вместе с поднимающейся водой. А прикинь, Как ниже бы только вода опустилась. приблизилась к моей шее и груди, вот тогда я вроде как понял, что могу здесь умереть. Вода продолжает прибывать, заполняя лифт до такой степени, что трое друзей едва могут держать голову над водой. Ебанись. Тони в панике звонит своему соседу по комнате Дилану Степу. В лифте обычно вот не ловят телефоны. Помочь своим друзьям, оказавшимся в ловушке. Вообще нельзя ни Я землетрясения, сказал, ни «Эй, я наводнений, уже ни здесь. хрена. Если вы, ребята, Лифты не придете и не использовать попытаетесь нельзя. Я бы что-нибудь хрен сделать. поехал на лифте. Я Мы бы... погрузились в воду глубиной примерно по плечо и просто ну, по пытались лестнице разобрать пошел. его на части, потому что нам нужно было вытащить его, иначе это могло привести к летальному исходу. Да. Соседу Тони по комнате Дилану наконец удается открыть затопленные двери лифта, чтобы освободить своих друзей из того, что могло стать их водной могилой. Да, К прикинь. счастью, им всем удалось спастись Вот что и доплыть до по-настоящему безопасного страшно. места, Мы не тут получив призраки. ни единой царапины. Какие-то. Неудивительно, что Тони Ли говорит, что это было самое страшное, что с ним когда-либо случалось. Конечно. Насколько это было страшно? Честно говоря, я бы сказал, что это самое страшное событие в моей жизни. Ребят, тут рассказывается про штат Техас, какой-то магазинчик, где продавалась газировка, ну как рассказывается. И здесь мужичок, вот про которого показали, был известен именно вот то, что он брал с собой всегда собачку. Говорят, что этот песик, он слишком предан этому хозяину, и якобы его призрак гуляет по этой кафешке до сих пор. Вот. Ну и тут, наверное, сейчас нам что-то покажут, типа с камеры. Наверное. Тут еще якобы объясняется, что люди, даже те посетители, которые сейчас там иногда бывают, якобы чувствуют тот момент, что им собака, например, на колени садится или там что-то в этом роде. Это они перешагнули. Отъебись, собака, отъебись. Прикол. На Слушайте, кадрах с вообще, камер я видеонаблюдения даже вот- видно, как сотрудникам и посетителям магазина кусают Знаете, это, ладошки и наверное, даже самые царапают странные чем-то, видео, чего они которые не я вот Сейчас очень наблюдал. много людей сталкивается с одним и Были, тем же конечно, явлением, но вот и все что-то это прям заснято на камеру, что заставляет задуматься. Не бродит ли по удивительно. старому магазину содовый дух маленького Ватса и собаки, пугая посетителей, но, возможно, просто пытаясь найти новых друзей, с которыми можно поиграть. Тут рассказывается, ребят, про вот эту маленькую игрушку с зеркалом. Якобы мужичок один рассказывает, что его племяннице 4-летней подарили вот такое зеркальце. И потом мужичок начал замечать, что его племянница этим зеркалом очень часто разговаривает с ним. И ему однажды послышалось, что она не просто разговаривает с зеркалом, а как будто бы зеркальце отвечает. То есть он якобы услышал голос девочки.
в ответ на его племянницу. Hola, bienvenido el castillo de los del Испейон Джика. Может быть, она вот это и Это слышала? твое имя? Я Джесси, самая красивая принцесса замка волшебного зеркала. Привет, мой зеркальце, Кто ты скажи. такой? Мы станем лучшими подругами. Твой любимый персонаж. Если ты задашь этот вопрос. Мой любимый, мой папочка. Если мама спросит, я отвечу, что та, которая мне больше всего нравится, это моя мама. Зеркало говорит, что его зовут Джесси, и оно дает странно конкретные ответы на вопросы матери. Что же, Эдгар и мама девочки немного напуганы. Они вынимают батарейки из игрушки и прячут ее в сарае за домом. Так. Проходят годы, и семья забывает об игрушке. Мгм. Пока они не начинают слышать странный голосок, доносящийся из сарая посреди ночи. Ну-ка. Эдгар говорит, что голос звучал точно так же, как у зеркальной игрушки, и говорил что-то вроде «иди поиграй со мной», а затем зловеще Он хихикал. плывет. Он опубликовал свое видео в истории TikTok, и все стало еще более странным. Давай показывай быстрее. Потому что, видите ли, некоторые зрители написали, что у них точно такая же зеркальная игрушка, но они сказали, что их зеркало вообще не разговаривает. Зрители призвали Эдгара снять еще одно видео со странной игрушкой. Ну, давай, Он давай. сопротивляется, но в конце концов он находит зеркало в семейном сарае и... вот Давай, что покажи уши, блядь. Я нашел это зеркало и эти кусочки в доме, они новые. Я не верю, что это притворство, но хорошо, давай схватим его. Ну давай, блядь. Привет, добро пожаловать в замок Деха. Привет. Привет, я очень рад познакомиться с тобой. Спасибо, друг. Мне приятно. Ты очень забавный. Нет, у меня нет. Эдгар говорит, что на данный момент он просто Она покончил сказала, с я зеркалом. вижу тебя. Он говорит, что выбросил его вместе с мусором. Так может ли паранормальная сущность быть привязана к этой игрушке? Дайте мне знать, что вы думаете. Ну что скажете, вы уже подобное видели? Если честно, от некоторых роликов я до сих пор пребываю в шоке и хочу послушать твое мнение. Оставляй свои комментарии под видео, мне будет очень любопытно их почитать. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.